Сегодня предлагаю испечь хлеб городской из пшеничной муки первого сорта по ГОСТу. Хлеб вырабатывают с добавлением сухого обезжиренного молока, а также с небольшим количеством сахара, маргарина и мальтозной патоки, что говорит нам о том, что этот хлеб будет по своим параметрам напоминать что-то среднее между хлебом и булкой. Хлеб городской выпекают формовым массой 0,5-0,8 кг и подовым массой 0,5. Ориентировочный диаметр круглого хлеба массой 0,5 кг примерно 15-17 см. Тесто готовят опарным и другим способом, принятым в хлебопечении. Я испеку этот хлеб на закваске, однако в описании к видео там оба рецепта как на закваске, так и на дрожжах, то есть на опаре. Если у вас нет муки первого сорта, то вы можете взять муку высшего сорта. Однако следует иметь в виду, что эта мука должна иметь процент белка в районе 11,5-12%, иначе хлеб у вас получится кашковатый. Также в этом хлебе используется мальтозная патока, которая придает мякишу приятный желтый цвет и вкусовую глубину. Однако я встречала в белорусских стандартах рекомендации по использованию патоки крахмальной. На мой взгляд, патока мальтозная значительно более целесообразна для этого хлеба, так как она обогащает его вкус и аромат. Поэтому при возможности используйте мальтозную патоку. Следует также иметь в виду, что хлеб, испеченный на закваске, будет иметь более неравномерную пористость, чем если бы он был испечен на дрожжах. Также следует учитывать временные затраты при выпечке на закваске. Хлеб на закваске потребует несколько больше времени, чем если бы вы пекли на дрожжах. Итак, приступим. Как я уже сказала, я выпекаю на закваске, поэтому с вечера я поставила закваску 50% влажности, которую сейчас и использую. Добавляем к ней все ингредиенты, которые указаны в рецептуре, и замешиваем тесто средней консистенции. По ГОСТу, как правило, пшеничные хлеба имеют влажность в районе 50%. Однако, так как хлеб у нас артизанский, то мы можем немножко поиграть с влажностью. Поэтому, если вам нравится более плотный мякиш, то вы вполне можете придерживаться 50% влажности. Я же решила увеличить влажность до 60%, но опять же, это все на ваш вкус и усмотрение. За счет того, что в тесте присутствует небольшое количество сдобы, даже при 50% влажности, оно довольно комфортно в работе. Поэтому решайте сами. Если у вас нет тестомеса, то вы вполне можете вымесить это тесто руками. Как вы видите, даже при 60% влажности тесто вполне себе поддается замесу руками без каких-либо трудностей. А если влажность у вас будет 50%, то сделать это будет еще значительно проще. Вымесив тесто, выкладываем его в емкость для брожения и оставляем
на брожение на 3-5 часов. Время брожения зависит от температуры окружающей среды, поэтому смотрите на тесто. Как говорят пекари, с тестом нужно общаться. Тесто с вами разговаривает, поэтому указание времени – это лишь ориентировочные данные. Выброженное тесто выкладываем на стол. Смазывать стол ничем не нужно, ни маслом, ни водой, так как за счет того, что тесто имеет в своем составе небольшое количество сдобы, оно очень легко отстает от рабочей поверхности. Подкатываем тесто в шар и выкладываем в корзину для расстойки. Корзину для расстойки присыпать ничем не нужно, так как нам нужна гладкая блестящая поверхность на окончании выпечки. Время расстойки опять же ориентировочное, 1,5-2 часа при комнатной температуре. Главное ориентироваться на состояние теста, а не на время. Тесто с вами разговаривает, помните об этом. Готовность теста определяется нажатием пальца. Если при нажатии пальца остается углубление, которое очень медленно возвращается в форму, тесто готово к выпечке. Если вы печете подовый хлеб, а не формовой, то перед посадкой в печь на подовом хлебе по ГОСТу делаются наколы. Выпечка с паром первые 5 минут при 220 градусах, а затем при 200 градусах, в зависимости от формы изделий. Если вы печете хлеб формовым, то общая продолжительность выпечки 35-37 минут. Если подовым, то 30-35 минут. При желании, при выходе из печи, хлеб можно сбрызнуть водой для придания глянца. После того, как хлеб остыл, поверхность хлеба изменяет свои реологические параметры. Корочка становится более рельефной, а также очень мягкой. То есть по своей реологии она напоминает скорее булку. Мякиш у хлеба городского хорошо пропеченный, не липкий и не влажный на ощупь. Он эластичный и после легкого надавливания пальцами принимает первоначальную форму. Как вы видите, при использовании правильной муки мякиш будет не крошковатый, а эластичный. На предприятиях для формования хлеба используются закаточные машины, поэтому мякиш будет более равномерный. Однако, так как мы использовали закваску, которая способствует некоторой неравномерности мякиша, и ручное формование, то мякиш у нас имеет небольшое количество неравномерных пор. Но это вполне допустимо при артизанской выпечке. Если вы нашли это видео полезным, я буду признательна, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, а возможно разместите ссылку на этот эфир в своих социальных сетях.
Пеките на здоровье!